народ, и наконец-таки наши слова были услышаны. Разработчики Tiny Bunny дали хоть какую-то точную информацию по 5-му эпизоду. Кто, если подписан на группу ВКонтакте, могли были заметить небольшой, но все-таки какой-то эксклюзивный пост по поводу 5-го эпизода. Вот. И тоже некоторые моменты, которые нужно было им уточнить еще было очень давно. Поэтому сейчас, как всегда, с вас по классике лайк, подписка и комментарий. Ну и также поставьте колокольчик, если же вам будет трудно. Ну и мы начинаем. Поехали. Привет! Давненько не выходили на связь. Как вы знаете, сейчас мы активно работаем над заключением 5-го эпизода игры «Зайчика». Напомним, что до сложившейся ситуации в мире мы планировали его закончить еще в 2023 году. Но данная ситуация несла свои коррективы. В наши планы в связи с этим мы делали 4-й эпизод дольше. В этом году уже вышел 4-й эпизод, так что ждать 5-й эпизод на Новый год цельтесь в следующий год. Мы отлично понимаем вас, что вам хочется побыстрее, но разве это причина жертвовать качеством? Мы хотим сделать 5-й эпизод для вас по-настоящему крутым, с большим количеством концовок и кучей экшена, а для этого нужно еще как следует поработать по всем направлениям. В продолжении вас будут ждать новые мини-игры. Одну из них мы уже реализовали на уровне кода. Много нового арта, например, сейчас создаем новые локации в 3D для последующей обрисовки. Но чтобы не спойлерить, показать можем только нашу кричащую луну. Ее безумие и не только вернется к вам с новым эпизодом. ПС, кстати, сегодня ночью было лунное затмение. Кто видел? Есть фотки. В общем, просто нам дают знать о том, что якобы работа идет полным ходом, и даже посмотреть на полнолуние не было времени. И видим вот кадр, 3D обрисовки Луны, которые вы могли видеть в 3-м эпизоде, под конец 3-го эпизода. И как нам дают знать, мы еще увидим в 5-м эпизоде. Ведь поскольку данная 3D модель делается не зря, и выполнена она очень интересно, очень красиво, то есть качественно, и видно, что разработчики делают это с душой, а не как-то там тяп-ляп. Но уже так и так понятно, что уже у большинства ютуберов, которые снимают на YouTube там теории или такие же ролики, как и я, и просто прохождение и так далее, вообще что-то связано с Tiny Bunny, они просто-напросто не смогут вам записать прохождение 5-го эпизода. Это я все к чему клоню. Ведь поскольку большинство ютуберов 4-го года рождения, и большинство ждет, скорее всего, армия. Поэтому от меня вы, скорее всего, прохождение 5-го эпизода вряд ли увидите. Если же мне только придется с кем-то там договориться, чтобы они вам записали прохождение 5-го эпизода и выложить на мой канал. И только есть такие варианты, больше нет никаких. Конечно же, я не могу винить разработчиков в том, что они, например, ленятся, или же, например, да что же там такого сложного, все же очень легко. Но да, когда проект такой качественный, когда в него вложили душу, и когда уже у него такая большая фан-база, то что даже уже делают хентай картинки, когда даже по их игре персонажи с ними делают хентай арты, то есть это уже ведет к тому, что игра уже получила не только большую фан-базу, но и уже даже получили такие доработки, то есть даже уже свои фановые моды. Игра даже полностью не вышла, а уже имеет какие-то фанфики свои, уже есть свои истории, которые, кстати, выходят или же не выходят и тоже ожидают прохождения данной полной игры, чтобы из этого отталкиваться и делать полностью свой проект, ну и как бы продолжать фан-базу. Это очень хорошо,
Я считаю, что те люди, которым понравился данный проект и решили сделать что-то свое, и при этом подарив душу какому-то своему творению и повернув проект совсем в определенную сторону, но все же тоже интересно для фанатов. Ну и вот, ребят, на эти информации нам дали разработчики Tiny Bunny. Это было официально в группе ВКонтакте, еще раз повторяюсь. Так что если же вам хочется тоже узнавать по поводу 5-го эпизода что-то интересное, новое, так что ссылку, если я не забуду, оставлю в описании на группу ВКонтакте официальную Tiny Bunny, или же сами найдите ее ВКонтакте. Там уже практически 500 тысяч подписчиков. Поэтому переходим, подписываемся и также следим за информацией. Также там выкладываются фан-арты интересные и прочее. Кто-то делает самодельные ролики тоже, или там эдинги и так далее. То есть там тоже весело, тоже можно участвовать, и также там проводятся конкурсы. Так что группа, она растет с каждым днем, и интерес к ней проявляется все больше и больше. Ну и да, ребят, я не один такой, нас полно. То есть кто, возможно, 5-й эпизод, прохождение 5-го эпизода у кого не получится записать, все по понятным причинам. Так что в этом никто не виноват, это так сложились обстоятельства. Никто не был к этому подготовлен. Так что всех ждет армия, поэтому, если, конечно, Сайкон и его команда, как всегда, там что-то произойдут, какие-то технические неполадки, возможно, мы успеем и все тоже выложим в срок. Но мне кажется, что мы не успеем. Поэтому на этом у меня вся информация, которую я для вас смог найти. Вот. Напишите, какая у вас погода в вашем городе или вашей области, если же вы не живете в городе. Что у вас интересно, будет интересно почитать. Ну и напишите также свои теории в комментарии, тоже будет интересно их почитать. Ну и как всегда по классике, я оставляю кодовое слово. И кодовое слово это чай. Да, в комментарии напишите слово чай, и я поставлю эксклюзивно от автора канала, то есть от меня вам сердечко. Вот. А на этом у меня для вас все. Спасибо за внимание. Еще раз поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы видео продвигалось и большинство увидело, что хоть какая-то информация по 5-му эпизоду уже имеется. Ну а на этом, ребят, я буду заканчивать. Еще раз спасибо всем за внимание. Кодовое слово пишем, получаем от меня лайк. Ну и кое-какие ролики еще тоже я для вас готовлю. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем покеда.